Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем ремонтировать соковыжималку фирмы Бинатон марки GE8100. Совсем недавно она перестала крутить и не подает никаких признаков жизни. Возьмем отвертку и приступим к разборке. Для разборки соковыжималки в первую очередь необходимо снять всю гарнитуру, которая есть на ней. Защелкиваем рычаг крепежа, снимаем верхнюю защитную крышку, вынимаем нож, немного вынимается с усилием, снимаем сокоприемник. Для того, чтобы снять нижнюю крышку, откручиваем 4 болта, которые находятся в ножках. Здесь нужна крестообразная отвертка. Помимо этого необходимо открутить 3 болта, которые выполнены под звездочку такого плана. И вот нижняя крышка снялась. Теперь можно рассмотреть основные узлы и механизмы данной соковыжималки. Она состоит из двигателя с крыльчаткой охлаждения, из кольца подавителя помех, из переключателя режимов работы соковыжималки, который, кстати, видно, что очень разбит. И здесь, в принципе, больше ничего такого нет, что может поломаться. Для того, чтобы добраться к переключателю, необходимо снять двигатель, который крепится на 3 саморезах. Раз, два, три. Откручиваем их. И небольшие, длиной около 1 сантиметра. Это был не двигатель, а защитный кожух двигателя. Теперь можно добраться легко до саморезов, крепежа, крепления переключателя режимов. Откручиваем 2 самореза крепления переключателя. Здесь, конечно, можно его достать, всю рамку, но одна сторона оказалась впаяна, поэтому я не хочу ее ломать. Таких 2 маленьких саморезика, тоже длиной около 8 мм. Вот выпала сердцевина переключателя, она почему-то выпала. Попробуем собрать весь механизм. Вот вышла одна часть переключателя. Как видно, здесь оно было таким образом, с фиксацией режимов. Осталось его перебрать и проверить ремонт на пригодность, чтобы не покупать новый. Отсоединим его от цепи, не забыв заметить, где какие контакты были. 2 поджимные пружинки отломались, вернее не пружинки, а крепеж пружинок. Поэтому для того, чтобы обойти эти пружинки, мы просто припаяем до контактных пластинок выводы проводов, которые идут от соковыжималки, от обмоток. Для этого снимаем контактные пластинки вот такого плана. Зачищаем поверхность сопряжения с будущим проводом в этом месте. Затем обрабатываем ортофосфорной кислотой и припаиваем, хорошенечко проплавляя канифолию, стараясь, чтобы олово не попало на другие части и не помешало дальнейшему монтажу ее переключатель. Покрываем ортофосфорной кислотой контактное место и с помощью канифоли и олова залудим это место. То же самое делаем со 2 пластинкой и проводами, которые выходят от катушек соковыжималки. Теперь 3 контакта припаяны вместо пластинок, которые были здесь такого плана. Можно ставить на место крышку. Не перепутайте, здесь есть выемка, какой стороной ставить. И можно заматывать изолентой. Клеить я клеем не буду. Можно, конечно, приклеем приклеить, но в дальнейшем будет затрудненная разборка. Стараюсь не оторвать провода.
переключатель собран, можно его проверить. Щелкает без заеданий на 2 щелчка. И после этого можно приступить к установке его в корпус соковыжималки. Ставим на место переключатель и стараемся его прикрутить 2 шурупами. Здесь, конечно, неудобно, но можно использовать длинную отвертку. После установки переключателя, еще до того, как мы поставили днище, можно проверить, как же работает все в комплексе. Для этого устанавливаем сокоприемник на свое место, защитную крышку, потому что здесь есть микропереключатель, который не запустит двигатель, пока этот рычаг не задвинут. Теперь нам необходимо перевернуть на бок соковыжималку и попробуем включить. Включаем первый режим. Все режимы работают отлично. Не забываем, что здесь есть лопасти, которые могут повредить провода, поэтому запускаем осторожно или же после установки этой защиты на свое место. Здесь есть 2 направляющих, которые должны совпасть с отверстиями на двигателе. Аккуратно садим на свое место и можно закручивать с помощью 3 саморезов со средним усилием, чтобы не повредить резьбу пластмассовой части. Установка этой защиты крайне необходима, потому что если мы забудем ее поставить или поставим не вовремя, крыльчатка сможет повредить все провода, которые находятся рядом, и наш ремонт будет на смарт. Осталось установить на свое место днище. Аккуратненько прижимаем его. Сначала с задней стороны и затем вперед. И после этого плотно все закручиваем. Пластмассовая резьба здесь слабенькая, поэтому стараемся не перетягивать болты, саморезы. Тем самым постраховываемся от срыва резьбы. Соковыжималка собрана. Теперь можно установить все аксессуары на нее и приступить к проверке. Устанавливаем сокоприемник. Затем ножи. Можно ставить защиту. И защелкиваем рычагом крепежа. Включаем основные режимы. Как видно, соковыжималка работает и обошлось даже без покупки нового переключателя. Это может сделать каждый домашний мастер и домохозяин. Ставьте лайки, замечайте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!